Казалось, что ты можешь помогать, когда ты понимаешь ситуацию клиента. Чем мне нравится этот подход Алексея, здесь есть завязка на нейрофизиологию. Все-таки здесь принципиально важно, и если эта база заложена, то на нее очень хорошо накладываются практики, вот такие быстрые, которые позволяют в моменте увидеть результат. Запрос был связан с тем, чтобы эмоционально быть более стабильной в ситуации стресса, в ситуации такого тревожности, своим внутренним состоянием можно управлять. Ключи от этой ситуации у меня в руках. И это придало оптимизма. Как такие запросы есть у топов. Я вижу, как эти запросы есть, в принципе, у людей, у которых есть команды. Одна из сложных задач с Алексеем у нас была найти то, что будет приносить удовольствие. Мы их нашли их немного, но очень ценно. Вот как будто жизнь такой радугой раскрасилась, и это оказалось потрясающе. Я поняла, что я способна, могу жить или менять свою жизнь не только при давлении обстоятельств, а из желания жить по-другому, ярче, легче, с той улыбкой. Невероятно ценным было то, что Алексей подсвечивал то, что я не вижу. И мне это прям, честно, дало такой глоток свежего воздуха. У Алексея есть такая способность, такая мягкая сила, я ее так называю. Ты понимаешь, что иногда этот путь невозможно пройти одному, и здесь нужна поддержка, и тренерская поддержка, и поддержка Алексея для меня была бесценной. Ну и про улыбку я уже говорила, мне очень важен этот настрой. Когда у меня сессия коуча, у меня прям куча инсайтов. Я на сессию к Алексею коучу иду с легким сердцем, у меня большие планы. Кажется, что в спринтах мы нащупали важную такую стратегию для меня. Это, наверное, такие суперспособности, которые я получила после спринта. И я думаю, что без Алексея я бы еще долгое время этого не сделала. Поэтому здесь огромная ему благодарность за то, что удалось мне этот путь пройти. Взаимодействие с Алексеем – это такой второй опыт взаимодействия с помогающей профессией у меня. Меня в первый момент знакомства сильно смутило пол. Я подумала, что мне казалось, что помогающая профессия – это какая-то такая женская профессия. Вот, а когда видела Алексея, подумала, упс, интересно. Первая встреча расставила все по своим местам, потому что для меня важно было, чтобы коуч был с хорошим бэкграундом, жизненным опытом, карьерой, потому что казалось, что ты можешь помогать, когда ты понимаешь ситуацию клиента. И вот здесь получился полный синхрон, потому что мне казалось, что Алексей понимает и мою загруженность, и иногда мой жесткий тайминг, когда мы что-то заканчивали чуть быстрее или встречу переносили, и в этом огромная благодарность. В целом, наверное, взаимодействие с Алексеем раскрыло для меня суть вот этого сочетание помогающая профессия. Тренер, коуч, психолог, как-то вот так не очень ведомо еще. Вдруг стало понятно, что кого-то, так же, как меня, может заботить мое состояние, и что я могу выгружать свои проблемы и свои опасения какие-то не на близких, а на человека, который поймет и предложит решение. Вот это было очень ценным, и мне это прям, честно, дало такой глоток свежего воздуха, мне прям стало с этим легче. Я сейчас работаю в крупной FMCG-компании и вижу, как такие запросы есть у топов. Я вижу, как эти запросы есть, в принципе, у людей, у которых есть команды. Моя рекомендация, если вы управленец, и у вас есть подчинение хоть сколько-то человек, надо научиться разобраться в себе, научиться управлять своим состоянием, своей энергией, и это даст прям потрясающий буст во взаимоотношениях с командой, и это изменит, с моей точки зрения, результативность команды. Чем мне нравится этот подход Алексея и вообще школа нейроинтеграции, тем, что здесь есть завязка на нейрофизиологию. Все-таки здесь принципиально важно, можно сколько раз угодно говорить, как надо дышать, как надо успокаивать себя, снижать кортизол, но если нейрофизиологически у человека не выстроена база, то ничего не поможет. Если эта база заложена, то на нее очень хорошо накладываются практики, вот такие быстрые, которые позволяют в моменте увидеть результат. В целом,
у Алексея есть такая способность, такая мягкая сила, я ее так называю, ироничная улыбка, ежедневные напоминания, которые тебя очень хорошо ведут, напоминают тактично, вовремя, при этом не дают тебе сорваться, не дают тебе в пылу проблем жизненных ситуаций, да, как-то слиться. Вот это тоже было очень ценно, потому что ты понимаешь, что иногда этот путь невозможно пройти одному, и здесь нужна поддержка, и тренерская поддержка, и поддержка Алексея для меня была бесценной. Но я прям как-то пару раз ловила себя на мысли, что я на сессию к Алексею коучу иду с легким сердцем. Вот, наверное, еще одна особенность, когда у тебя закончилась уже сессия, а инсайт приходит через 2 дня, через 3 дня, иногда через неделю. Вот такое решение: вау, так вот ведь вот про это говорил Алексей, и вот так надо было. То есть иногда вот эти вот инструменты, они не в моменте, иногда их надо тоже осознать, пережить, и тогда ты их лучше воспринимаешь. И в этом плане помогающая профессия, конечно, удивительная. Это прям очень ценный опыт. Когда у меня сессия коуча, у меня прям, куча инсайтов. Я знаю, что я вот пробую это, делаю это, делаю. Я поняла, что мне вот не хватает этого инструментария. В целом запрос был связан с тем, чтобы эмоционально быть более стабильной в ситуации стресса, в ситуации такого тревожности, которая может возникать дома взаимоотношениями с детьми, близкими. Я помню, я даже сформулировала это в запросе, чтобы между стимулом и реакцией была пауза. Запрос уточнялся. Мне кажется, итогово после спринта мы пришли к тому, что его надо разделять, надо видеть, как по-разному строить отношения. С детьми это одна траектория, с мужем это явно другая траектория. Почему-то эта мысль не пришла в голову при изначальном запросе, а вот только после глубокой рефлексии с Алексеем я осознала, что и разные траектории, что здесь надо ставить 2 разные цели и искать разные инструменты. Наверное, главное внутреннее изменение – это то, что своим внутренним состоянием можно управлять. Для меня, как человека там, рефлексирующего, достаточно глубокого, интересующегося управлением собой, для меня это, правда, было открытие. Казалось, что вот эта ситуация, что управление внутренним состоянием, своими эмоциями – это такая вещь очень ситуативная, она связана с многими внешними факторами, а на самом деле им можно управлять. И мне вот работа с тренером в этом плане очень сильно помогла. Но абсолютно точно я поняла, что ключи от этой ситуации у меня в руках. И это придало оптимизма. Вот это было прям таким большим открытием, что я могу быть больше в зеленой зоне, я знаю для этого инструменты, я сама себе больше нравлюсь в этой зеленой зоне, детям, я сама стабильнее в этой зоне. И я знаю, что если, например, один инструмент сегодня не сработал, мне Алексей дал ряд инструментов, которыми я могу воспользоваться, и я сделаю шаг в эту зеленую зону, если... Еще из интересного было про орбиты. По тестам выяснилось, да, что я много действую, но в целом для меня было открытием, что, оказывается, есть модель поведения, которая называется орбита игнорирования. Этот подход тоже оказался потрясающим. И вдруг выяснилось, что вообще это хорошая тактика, что действительно некоторые события сами разрешаются без моего участия, это не требует моей эмоциональной реакции. И я стала прям чаще использовать эту орбиту, придумав ее новое название. Не игнорирование, а позволение случиться в мире каким-то событиям без меня. Помню очень нашу первую сессию с Алексеем. Алексей спрашивал, в чем будут у нас проблемы, и я, мне кажется, достаточно честно сразу подтвердила, что у нас будут проблемы с чем-то, что приносит мне удовольствие. И поэтому одна из сложных задач с Алексеем у нас была найти то, что будет приносить удовольствие, то, что, как Алексей выражался, была прослойка, да, между рутинными какими-то базовыми практиками, то, что вот дает кайф, дает удовольствие, дает радость и так далее. В целом мы их нашли их немного, но очень ценно, что они оказались не просто связаны со мной, но и с семьей, с детьми, то есть это работало тоже на мой запрос. Достаточно простые вещи, они позволили выровняться эмоционально, с одной стороны, а с другой стороны, прям вот как действительно как прослойка в торте, подсластить, раскрасить привычные будни. В целом, если говорить про внешние изменения, то
Мне кажется, мы долго выстраивали проекты, связанные там с кайфом и с драйвом, но когда их удалось систематизировать и поставить в календарь жизни, то я тогда даже использовала эту метафору, что вот как будто жизнь такой радугой раскрасилась, и это оказалось потрясающе, да, когда ты сам это событие, не знаю, спродюсировал, купил нужные билеты или с детьми вовремя там поиграл и что-то сделал, и это потом дает такой заряд эмоциональной стабильности, бодрости, энергии, да, что ты очень долго его вспоминаешь. В целом, наверное, одна из главных способностей, которую я поняла при достаточно глубокой своей рефлексии, для меня стало важно прислушиваться не только к себе, но и к мнению со стороны. И мне очень было важно, как тренер как Алексей подсветил меня, как увидел многие вещи, которые я не замечала. Второе важное, я поняла, что я способна, могу жить или менять свою жизнь не только при давлении обстоятельств, а из желания жить по-другому, ярче, легче, с той улыбкой, которая есть и у Катерины Лингольд, и у Алексея. Еще одна способность, которую я поняла и которую мы обсуждали с Алексеем, это вот это в поведении и смотреть на себя не только из позиции белое и черное, а вот уметь увидеть оттенки серого, что так тоже можно, и не сильно критиковать себя, когда сразу не получается сделать так, как надо, умение замечать маленький шажок, который ты сделал к другому поведению, к другой модели, когда ты чуть-чуть остановился, прежде чем выдать какую-то реакцию. Вот это, наверное, такие суперспособности, которые я получила после спринта. У меня большие планы. Кажется, что в спринтах мы нащупали важную такую стратегию для меня, что мне важно не просто ставить цель, а видеть образ. И в этом плане мне без тренера было крайне сложно, потому что выяснилось, что не хватает вот этого насмотренности. И когда этот образ формируется, когда он чаще всего это метафорический какой-то образ, когда ты его в себе раскрываешь, то тебе очень сильно становится понятно, куда ты движешься, да? Когда мы заходили в спринт с Алексеем, то у меня по всем тестам вроде бы было все норм. И со стороны это выглядело, что вроде бы и проблемы нет, и работать не над чем. Но когда Алексей смог задать такие вопросы, которые подсветили, что есть что-то, что меня сильно беспокоит, что я хочу поменять, что я хочу по-другому, и в этом плане мне была очень важна его помощь, потому что нам удалось поменять вот этот вектор. Я боюсь сказать, что нам удалось перезагрузить мою жизнь, но сделать что-то по-другому вместе. И на этом пути мне была поддержка Алексея очень-очень ценна. Наверное, невероятно ценным было то, что Алексей подсвечивал то, что я не вижу. И таких моментов было несколько, когда Алексей выступал зеркалом, при этом таким очень бережным зеркалом, когда ты видишь, что вообще-то надо научиться присваивать себе результаты, замечать в себе. И я думаю, что без Алексея я бы еще долгое время этого не сделала. Поэтому здесь огромная ему благодарность за то, что удалось мне этот путь пройти.